С точки зрения нейрофизиологии, счастье – это высокий уровень 4 нейромедиаторов. Вы знаете, что есть специальные вещества, которые выделяются клетками головного мозга, вообще клетками нервными, и электрический сигнал идет по клетке, а между клетками они общаются с помощью химических веществ, которые называются нейромедиаторы. Этот нейромедиатор выделяется в синаптическую щель между клетками, соответственно, это микроны. Он очень быстро эту щель проходит и бьет по рецептору следующей клетки, и та запускает свой электрический сигнал. Этот нейромедиатор какое-то время бьет по этому рецептору, потом он либо расщепляется ферментом, который называется моноаминоксидаза, либо всасывается обратно. И вот от того, какой уровень в комбинации дюжины вот таких разных нейромедиаторов в головном мозге и в разных системах, и зависит, какую мы испытываем эмоцию. То есть, по сути, эмоции – это такая комбинация разных уровней нейромедиаторов в головном мозге, в разных структурах. Разные структуры мозга имеют совершенно разную химическую систему передачи, то есть в разных структурах разные нейромедиаторы. И поэтому электрический сигнал распространяется не по всему мозгу, как, знаете, как по металлическому шару, а как провода с разными цветами, да, вот в разные стороны уходят разными каналами. И вот счастье с точки зрения нейрофизиологии – это высокий уровень серотонина, это основной нейромедиатор лимбической системы мозга, наших эмоций. Это высокий уровень дофамина, это нейромедиатор, который отвечает за мотивацию, стремление к чему-то, получение удовольствия от достижения цели. Это главный наш мотивирующий нейромедиатор. И он же нейромедиатор, который отвечает за моторные функции подкорковые, так называемой экстрапирамидной системы, автоматические движения. Ну вот именно низкий уровень дофамина и есть причина болезни Паркинсона, да, когда вот эта двигательная активность становится малоуправляемой. Третье – это высокий уровень окситоцина. Окситоцин – это наш рефлекс привязанности, это родительские рефлексы, это кормление грудью, это забота о потомстве, и это все, что связано с телесностью. Вот когда мы принимаем ванну, либо гладим, либо нам нравится, когда гладят нас, или когда мы тискаем кошку, или обнимаем ребенка. Это вот все окситоциновые механизмы, так сказать, нам нравится, да, вот эта телесность. Груминг. И четвертое – высокий уровень эндорфинов. Эндорфины – это наши внутренние опиоиды. И именно опиоиды, потому что именно на рецепторы эндорфинов и действуют опиоидные наркотики. Это такое физическое удовольствие. И мы его испытываем, когда делаем что-то себе приятное. Там, если человек любит пить кофе, вот утром выпить чашечку кофе, это выделяются эндорфины. Если человек любит покурить и вот получает удовольствие от курения, вот он получает свои эндорфины. Эндорфины мы даже испытываем, когда дарим подарки, либо получаем подарки. Это такие маленькие радости, которые мы получаем в жизни, вот такие физические удовольствия. И вот высокий уровень этих 4 нейромедиаторов, один из которых, окситоцин, должен быть очень высоким, а 3 из них, так сказать, просто высокие. Вот это и есть ощущение счастья. И на 50% вот это состояние удовлетворенности миром и счастья – это генетика. Это базовый уровень, генетически определенный, это наша генетическая предрасположенность к некому базовому обмену вот этих 4 нейромедиаторов. Но то, что есть генетическая предрасположенность, это 50%. Да? Но мы понимаем, что чтобы какие-то химические вещества производились, нужно, чтобы были предшественники этих веществ в организме. И поэтому этот уровень очень сильно зависит от образа жизни, от режима сна, режима бодрствования, питания и, как бы сказать, знаете, жизненное мировоззрение, отношение к этому миру, вот это позитивное или негативное отношение, и способность, например, быть благодарным, которая, например, воспитывается религией, да, или частые медитативные практики, когда человек много занимается собой и умеет входить в так называемый дефолт-состояние мозга, да, то, что сейчас очень популярно, да, там йоги, цзэцюань, цигун, все вот эти медитативные техники, либо практики.
И на 40% наше ощущение счастья или несчастья, полуполный или полупустой стакан, это умение управлять своей дофаминовой системой. Что это означает? Что есть базовый уровень дофамина, но есть практики и навыки раскачки этого дофамина. Ну, пример вам приведу. Кто умеет управлять дофаминовой системой? Представьте себе, что ребенок вырос в семье, в которой было много традиций. Вместе делали оливье к Новому году, наряжали елку. А бабушке был день рождения, нужно было поставить спектакль. А у сестренки какой-то праздник, а мы подготовим ее, поздравим. И вот мы готовим, волнуемся, что-то учим, или разучиваем стишок к Новому году, да, или готовим спектакль, или там готовим праздник, упаковываем подарки друг другу, там, думаем, что подарить, а потом все-таки идем в магазин, ищем, там, дарим. Вот эта подготовка к чему-то, когда я поставил цель, и я пытаюсь эту цель разными способами достичь, а потом получаю удовольствие от достижения этой цели, либо, наоборот, расстраиваюсь, когда не достиг цели. Я учусь, да, фактически своим образом жизни, да, ментально управлять этой дофаминовой системой. То есть кроме химии еще и вот раскачка. А потом этого ребенка в школе отдали в спортивную секцию, и он полгода тренировался, готовился к соревнованиям, проиграл, расстроился, плакал, а потом взял себя в руки, все-таки сосредоточился, потренировался хорошо и победил, и получил медальку. А потом эту медальку он повесил на стену. А еще он пошел в драм-кружок. В драм-кружке они год репетировали спектакль, они учили роли, они волновались за кулисами. Да, потом вышли на сцену, им аплодируют, и вот оно удовольствие, вот он дофамин. Кстати, оргазм – это тоже дофамин. Это кажется, что он где-то внизу, он все равно в голове. И вот это вот там волнение, предвкушение, да, это как раз тоже дофаминовый механизм. И вот умение управлять этим дофаминовым процессом – это 40% счастья-несчастья. И только на 10% наше ощущение счастья-несчастья зависит от внешних обстоятельств. То есть на 90% наше состояние счастья-несчастья, удовлетворенности, оно на самом деле у нас внутри.